13 апреля 1984 года ученик 6 класса В-20 Московской школы Коля Герасимов, обнаружив в подвале пустого дома машину времени и не спросив ни у кого разрешения, отправляется в будущее. Он оказывается в конце 21 века, где знакомится с роботом Вертером. Вертер разрешает Коле съездить на космодром, чтобы посмотреть на возвращение звездной экспедиции. На космодроме Коля пытается проникнуть на какой-нибудь космический корабль, чтобы побывать на Марсе или Венере, совершенно не подумав о маме, которая уверена, что ее сын пошел в магазин за кефиром. Блуждая в помещениях космопорта, Коля видит, как два странных существа появляются из контейнера прибывшего с Сатурна. Они нападают на сотрудников космопорта и принимают их облик. Эти существа – последние космические пираты, которые тайком прилетели на Землю, чтобы овладеть мелофоном. Справка. Энциклопедия изобретений, издание 8, Москва, 2082 год, сообщает о мелофоне следующее. Мелофон – уникальный прибор, разработанный в лаборатории профессора Селезнева на основе суперкристалла гиперселенита. Мелофон способен регистрировать и расшифровывать биотоки мозга. Диапазон действия до 6 метров. С помощью мелофона можно прочесть мысли любого живого существа при условии, что у того есть мысли. Прибор разрешено использовать лишь в строго научных целях. Проведав, что мелофон находится в космическом зоопарке у Алисы Селезневой, которая использует его в научных целях, пираты спешат в космозон. И хитростью овладевают прибором. Они уверены, что тот, кто знает мысли окружающих людей, может властвовать над ними. Но им не удается до конца осуществить свой коварный замысел, потому что Коля с помощью своих новых друзей Электрон Иваныча и Козла Наполеона перехватывает ценный прибор. Пираты бросаются за ним. Куда деваться? Конечно же, в Институт времени, где Колю ждет его верный друг Вертер. Вертер успевает отправить Колю обратно на машине времени. Но сам погибает в неравном бою с космическими пиратами. Коля возвращается в тот же день, из которого уехал, в 13 апреля 1984 года. Но не один. За ним мчатся пираты, которые знают Колю в лицо, но больше о нем ничего не знают. За пиратами несется Алиса, которая знает, что мелофон у Коли, ученика 6 класса В-20 школы, но она не знает Колю в лицо. Коля знает, что за ним гонится, но не знает, что ему теперь делать. Ну, как мои пациентки? Как живете? Как животик? Ничего, нормально. Могу обрадовать. Завтра выписываемся. Ура! Да здравствует Олег Борисович! Как наши дела, Алиса Батьковна? Хорошо. Что-нибудь новенькое нам расскажете? Нет. А меня скоро выпишут?
А куда тебе торопиться? А у меня дела. Какие дела? Вот не помню. Я помню, что дела, а какие забыла. А вот выпишите, вспомню. Смешно. Вот не знаю к чему, но вспомнил. Как-то поехали мы с приятелем на Дон порыбачить. Ты была на Дону? Нет, не была. Ну, это не важно. Приехали в станицу. Жара жуткая. Арбузов пока еще нет. Остановились у одного казака. Колоритный такой старик. Чуб большой, синяя фуражка с красным околышем. И вот старик говорит: отвезу-ка я вас на Азовское море. Ты была на Азовском море? Нет, не была. А на Черном? На Черном была. Отдыхала? Работала. Мы словарь дельфинов составляли. Словарь? Но ведь дельфины имеют разные языки. Черноморские дельфины совсем не понимают атлантических. Это ведь все так интересно. Ну вот. Да, и вот он, значит, говорит: отвезу вас на Азовское море. Ну, сели мы в лодку. А погода, надо сказать, стояла дивная. Птицы поют на разные голоса. И так, знаете, на душе... Александр Борисович. Александр Борисович. Александр Борисович. Извините. Сели, значит, мы в лодку. Это так, чтобы не забыть. Значит, я разговаривала со следователем, по фотографиям которых разослали по детским домам и приемникам никаких результатов. Из других городов сигналов пока нет. Опрос жильцов окрестных домов ничего не дал. Угу. Бедная девочка. Тише, 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 тише. Но память к ней постепенно, но возвращается. Нужен толчок. Нужен. Что? Я говорю. Спасибо. Угу. Бедная девочка, бедная девочка. Так. На чем мы остановились? Да. Колоритный такой старик. И вот говорит он нам: отвезу-ка я вас на Азовское море. Александр Борисович, вы уже в лодку сели. В какую лодку? А, да, лодку. Вот чувствую, что дела наши пойдут на поправку. Ну вот, забыл. Я побежал. Я к вам еще зайду. Диссертация ждет. Слушай, ты ему зачем про дельфинов наврала? Я не врала. Это было каникулярное задание. В каком же ты классе? В 6-м. Знаешь, я тоже в 6-м, но с дельфинами, к твоему сведению, не знакома. Мало ли с чем ты не знакома. Я специализируюсь по биопсихологии. Кончу школу, буду работать с отцом. С отцом? А кто твой отец? Космобиолог. Ага, вспомнила? Нет. Послушай, Алиса, я тебе совершенно не верю. Ты все придумала, и амнезию придумала. Нет, я не придумала. Я что-то помню, а что-то нет. Ну, тогда я тебе помогу. Хочешь? Хочу. Ты говоришь, что твой отец космобиолог, так? Да. Так значит, он работает не в Москве. Почему? Потому что он или на Байконуре, или в Звездном городке. Нет, он сейчас. А впрочем, ты не поймешь. И при всем при этом ты еще и задаешься. Ой, девочки. Юля, это тебе. Алиса, это твой. Вы у меня последний. Температуру сами отметьте, хорошо? Только не забудьте, я завтра проверю. Что случилось, Шурочка? Опаздываете. Ой, девочки, такое несчастье. Какое? У меня ногти безобразные и прически никакой. Ну и что? А то, что меня один человек в кино пригласил на сеанс 19:30. Сама не знаю, что он во мне нашел. Алик Борисович. А как вы догадались? А он спешил диссертацию писать. Так он уже ушел, а я тут с вами разговариваю.
А фильм-то какой? Не знаю, не все ли равно? Странная она какая-то. Я бы никогда на незнакомую картину не пошла. Вдруг я ее уже видела. По-моему, ты никогда не была влюблена. А ты? А я забыла. Ох, и трудно же нам с тобой. Яблоко хочешь? Сейчас бы бабушкиного пирожка. А я бы брамбулет съела. Такого блюда нет. У вас нет, а у нас есть. Где это у вас? Неважно. Так из чего же делают твой брамурулет? Не брамрулет, а брамбулет. Я его сама готовлю. Ты берешь обыкновенный мангустин и жаришь его на пятиаровом масле. Минут 5. Угу. Значит, именно на пятиару. Именно. А если на сливочном? А если на сливочном, то не получится. А из чего же делают пятиаровое масло? Из ангельдинских пятиаров. Разве не понятно? Совершенно понятно. Обожаю ангельдинские пятиары. А обыкновенные мангустины где водятся? Где? В Индии. Где же еще? Ангельдинский бегемот. Пятиарчик. Мангустинчик. Марья Павловна. Коль, может, не надо? Попадешься, как цыпленок. А как надо? Надо наладить наблюдение. У меня подозрение, что они нас поджидают. Боишься, иди домой. Без тебя справлюсь. Я тебя в последний раз, как другу предупреждаю. Здесь засада. Все равно надо попробовать. В крайнем случае я положу мегафон в кабину. Кто будет ехать в будущее, заметит. А если пираты поедут? Ну, тогда я смотаюсь в будущее на минутку. Там в зале подожду. Иди за мной. Сюда, сюда. Ух ты! Зачем это они сделали? Что? Ну, этот зал, колонны. Я-то откуда знаю? Ты у них спроси. Вот тут я стоял, дверь открылась. А там кирпичная стена. Она тоже открылась. А оттуда яркий свет. Стена не кирпичная. Замуровали. Ну, была же здесь кирпичная стена. Может, ты подвалы перепутал? Как я их мог перепутать? Лестница одна. Пошли отсюда, а? Поздно уже. Наверху договорим. Ну все, идем.
Слушай, Коль, я думаю, просто они обо всем знают и приняли меры. Я же тебя предупреждал. А зачем? Хватит с них неприятностей, а то все, кому не лень, суют свой нос куда не следует. Прыгай. Ты что, здесь же высоко? Все равно прыгай. Пошел, пошел. Я, по-моему, ногу сломал. Скажи спасибо, что живой остался. А теперь что? Значит, пираты тоже здесь остались. И за тобой охотятся. Жаль, я не разглядел. Ни к чему тебе это. Может, уедешь, завербуешься на стройку, скроешься. Они ж меня не нашли. Да и как узнают? Я же обыкновенный. Знаешь что? Домой пойдем разными дорогами. Так безопаснее. А тебе-то что бояться? Я не о себе беспокоюсь. Переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный. Температура ночью плюс 7-9, днем 16-18 Странно. градусов. Что? Такой же вечер, как у нас. Не говори загадками. Ты в 6 классе учишься. Да, А школа какая? 20-е. Не может быть. Не может быть, чтобы такое совпадение. Алиса, ты все время говоришь загадками. Вот я, например, не верю, что у тебя отшибла память. Просто ты почему-то мне ничего не хочешь рассказывать. Я тебе расскажу. Обязательно. Ты только не торопи меня. Ну, тогда не мешай мне читать. А у вас в классе есть Коля? Целых 3 штуки. Тебе какой нужен? 3 Коли? Ну да, Сулима, Садовский, Герасимов. Целых 3 Коли.
А зачем он тебе нужен, твой Коля? Понимаешь, он взял у нас одну вещь, очень ценную. Украл? Нет, просто взял. Я думаю, он хотел как лучше, а потом испугался. Где это у вас? Ты откуда? Я из Москвы. Точно из Москвы? Да, только понимаешь, я буду жить, вернее, я живу, через 100 лет. Я еще не родилась. Чего? Я из будущего. С ума сойти можно. Конечно, в это трудно поверить. Я не знаю, поверил бы я на твоем месте. Я стараюсь. А этот Коля, как он к вам попал? Через машину времени. Значит, есть машина времени? Конечно. Но ведь это же фантастика. Вот видишь и ты. Нет, я верю. Рассказывай. А что рассказывать? Живу в Москве, учусь в школе. Ничего особенного. А ты на Луне была? И на Луне, и на Марсе, и в глубоком космосе. А говоришь, что ничего особенного. Кто там? Не нравится мне это. Алиса, у нас для тебя хорошие новости, ты только не волнуйся. Что случилось? Все в порядке. Нашелся твой папа. Мой папа? Да. Ой, как интересно. Почему не радуешься? Это естественно, Александр Борисович, девочка в шоке. Но никто не знает, что я здесь. Все знают, все волнуются. Пригласите папу. Будем выписывать. На ночь глядя, Александр Борисович, лучше завтра утром по всем правилам с разрешения заведующим отделением. Я приказываю. Понимаю, понимаю. Нужен толчок. Понимаю, понимаю. Вот наш папа. Здравствуй, девочка. Моя. Здравствуй, папочка. Она вспомнила. Она вспомнила. Она вспомнила. Она вспомнила. Александр Борисович, вы гений. Она вспомнила. Подготовьте документы. И вещи. И вещи. Иду. Иду. Она вспомнила и вещи. Быстро. А ну говори, где миелофон? Здрасте. Здрасте. Так. 16 по 18. Так. Да. Нет, это больница. Ну, как мои пациентки? Здравствуйте, Александр Борисович. Ничего, ничего. Ложись. Девочка моя. Да. Так на чем я остановился? Ах, да. Приезжаем мы на Азовское море. Ну, остановились в одного казака. Колоритный такой старик. Чуб у него, фуражка с кокардой синей, с красным околышем. Ну и вот этот старик говорит: отвезу-ка я вас, говорит, на Азовское море. Ну, сели мы в лодку, поплыли. А жара страшная, арбузов еще нет. А море, как сейчас помню, ласковый такой, добрый.
А дальше? А? Ну, значит, странный такой старик. Да. И фуражка такая у него с околышем, с красным. Чуб у него такой. Ой, простите. Вот документы на выписку. Какие документы? Какая выписка? Александр Борисович, вы же сами приказали подготовить пациентку на выписку. На ночь глядя, за ней приехал папа. Какую пациентку? Какой папа? Алиса. Марья Павловна, не было никакого папы. Как это не было? Юля. Мне показалось, что не было никакого папы. Нет, подождите. Александр Борисович, вы же сами. Я приказываю. Нужен толчок. Папа, она вспомнила. Вы гений. Подготовьте документы и вещи. Не будем травмировать детей.
Девочки в пижамах, остановитесь. Девочки в пижамах, остановитесь. Девочки в пижамах, остановитесь. Девочки в пижамах, вы простудитесь. Девочки в пижамах, вы простудитесь. Рябкова! Ты же в больнице. А, Королёв, да меня, понимаешь, выписали. Чего? На рассвете? И в таком виде? Ну да, больницу на ремонт закрыли. Кстати, познакомься, моя новая подруга. Мы с ней в одной палате лежали. Она в Москве проездом. Алиса, Как? а что, мы разве встречались? Да нет, просто имя редкое. Алиса в стране чудес. Имя как имя. Ты что, хочешь, чтобы мы совсем замерзли? Я бы вам дал плащ. Да моя мама спросит, а где плащ? А ты скажешь, что дал больной подруге. А вдруг неправильно поймет? Ну ладно, берите. Только у подъезда мне его отдадите. Алиса, а ты издалека приехала? Издалека, издалека. Понимаешь, она попала в катастрофу, и у нее отшибла память. Как в катастрофу? И ничего не помнишь? Вспомни. Ну и медицина. У человека память отшибла, а они его выписывать. А ты где жить будешь, Алиса? У меня. Ты, Фимочка, беги скорее домой, а то мамочка неправильно поймет. Первый удар я беру на себя. Ты стоишь и молчишь. На наше счастье, мама с папой в отпуске. Только бабушка дома. А она у меня в некоторых отношениях более прогрессивная. Пошли? Угу. А это ты здорово придумала. Вот они, наверное, удивились. Они-то думали, что ты будешь кричать, сопротивляться. А ты папочка и обниматься. Это сейчас смешно. А тогда я ужасно испугалась. Даже если бы я закричала «Космические пираты», то кто бы мне поверил? Да, я бы решила, что это у тебя нервный стресс. Я смотрю, ходит пират. Ничего общего с моим папой. И ко мне. Вот я его и удивила. А я-то обрадовалась. Ну, думаю, наконец-то Алисин папа нашелся. Неужели ты думал, что мой папа такой урод? Послушай, а почему они за тобой охотятся? Ведь у тебя-то мейлофона нет. Правильно, я им не нужна. Они думают, что я их выведу на Колю, и ему угрожает опасность. Значит, ты на него совсем не обижаешься. Наоборот, он отважный парень. Он все понял и старается спасти мейлофон. Я представляю, как он теперь мучается. Почему? Подумай сама. За ним охотятся пираты. Он не знает, что делать с мейлофоном. И не знает, что я здесь. Да. Здравствуй, бабушка. Ты не волнуйся, все в порядке, нас уже выписали. Пошли. Новость. Что, больница сгорела? Да нет, что ты, просто понимаешь, мы так торопились, что не стали дожидаться, пока нам выдадут одежду. Мы за ней потом сбегаем. Здравствуй, Алиса. Здрасте. Ты еще не вспомнила? Извините, нет. Тогда в ванну и переодеваться. Не хватает еще воспаления легких. Бабушка, ты понимаешь, я должна раскрыть тебе большую тайну, но Алиса подвергается страшной опасности. Разумеется, умереть от насморка. Мыться.
Бабушка, исполни, пожалуйста, мою личную просьбу. Ты позвони в больницу и скажи, что ты нас с утра сама взяла. Что все в порядке и всякое такое. Ну, что мы не погибли, и нас никто не украл. Ладно? А что, они могут так подумать? Если бы ты знала, сколько было происшествий, но я тебе потом все расскажу, хорошо? Это больница? Мам, подойди. С каких это пор? Ну, я тебя умоляю. Да? Колю позовите, пожалуйста. На, поговори с своим другом. Ты уверена, что это Фима? Коль, перестань кривляться. Мам, спроси у этого Фимы, как прозвище нашего физкультурника. Сам спрашивай. Не хватало еще, чтобы ты меня впутывала в ваши дурацкие игры. Джеймс Бонд нашелся. Как прозвище нашего физкультурника? Илья Муромец. А, это ты, Королев. Честная пионерская. Есть новые сведения, касающиеся М. Какого еще им? Ну, похищенного прибора. Тише ты. Придешь? Ладно, постучу условно. Слышал? Ну, пока. Она здесь. Кто она? Ну, Алиса из будущего. Ты что, совсем от страха тронулся? Ты погоди ты. Я сегодня с Булькой гулял. Они с Грибковой в пижамах бежали. Я их до самого Грибковского дома проводил. Даже плащ дал. Она маленькая, волосы короткие, глаза во. И смотрит не по-нашему. Все прям как ты рассказывал. И тут меня сразу осенило. Она. А при чем здесь Грибкова? В этом и есть весь их дьявольский план. У них есть версия потери памяти. Больница. Через больницу они выходят на Грибкову.
а через Грибкова на нас. Ты уж мне поверь, они каждый шаг просчитали на компьютерах. А может, просто совпадение? Такого совпадения не может быть. Ты мне наврал, что не наследил в будущем. Видно, наследил. Подумай еще раз, с кем ты говорил о себе? Ни с кем. А может, козел проболтался? Какой еще козел? Ну, Наполеон. Генетический урод. Ты там что, с козлами откровенничал? Я ему только сказал, что я из 6 В. И все. Тоже нашел себе друга по разуму. Из 6 В, из 20-й школы. Ну и школу 20-я. Но фамилии я ему не говорил. Ты достаточно наговорил, чтобы подписать себе смертный приговор. Ну ладно, я пошел. А то еще в школу опоздаю. Что же теперь делать? Два выхода. Или бежать, или рискнуть. А как рискнуть? Ты точно своей фамилии козлу не говорил? Честное слово. А она тебя в лицо не видела? Не должна была. Значит, еще не все потеряно. Ты же ведь у нас не один в классе, Коля. Есть еще Садовский, Сулима. Да и как она догадается, что это именно ты? Тебя могут только спасти выдержка и железные нервы. Ты так думаешь? Даже если они тебя будут пытать, стой на своем. Не был, не видел, не брал. Понял? Понятно. А может, уедешь? Не могу. Ты же сам знаешь, какое у меня положение по алгебре. А завтра контрольная. Тогда держись. Слушай-ка, ты что ли регистратура? Я. Слушай-ка, у меня тут племяшка лежит. Вот я ей гостинцы принесла. Еще ее нет? Фамилия? Селезнева. Отделение? Ну да. Селезнева. Нет, я спрашиваю, отделение какое? Ну да. Ну, чем она больна-то? Ой, больна. Стукнутая. Значит, психиатрия. Ну да. Как назло, троллейбусом стукнутая. Тогда травматология. Шурочка, пометьте у себя, пожалуйста, что Алиса и Юлия из 8-й палаты выписаны. А тут ее тетя интересовалась. Ой, где же она? Ой, надо же, только что тут была. Шура. Да, Марья Павловна. Если кто будет интересоваться Алисой, или направляйте прямо ко мне, или... Нет, не надо. Прямо ко мне. Хорошо, Марья Павловна. Дай-ка адрес Алисы. Тапочки забыла, передать надо. Но у нее же нет адреса. Вы же сами говорили, что если надо что-то передать, то через Юлину бабушку. Ну вот и дай. Адрес Юли. Давай. Тапочки передать надо. Шурочка.
Обалдеть, надоели, господи. Учтите, что в эту дикую историю с путешествиями во времени и космическими разбойниками я не верю. И не поверю никогда. Я прожила долгую жизнь и глубоко убеждена, что чудес на свете не бывает. Бабушка, но ведь никто тебе не говорит, что чудеса бывают. Алиса самая обыкновенная девочка, только из будущего. Но если я поверю в это, значит, завтра я должна буду поверить в летающие тарелочки, телепатию, черную магию. Я сама не верю в черную магию. Но что делать, если я действительно прилетела из будущего? А вот что делать, это уже другой вопрос. Вот сейчас я вам расскажу, что я буду делать и во что я буду верить. Значит, у моей внучки Юли есть подруга Алиса. Она из другого города. Алиса взяла у своего отца ценный, точнее сказать, уникальный прибор. И этот прибор стащили два бездельника и бандита. Потом этот прибор попал в руки одного мальчика. Вернее всего, он учится в одном классе с Юлей. И вернее всего, он хотел бы вернуть этот прибор, но не знает кому. Или боится. Чем скорее Алиса найдет этот прибор, тем лучше. Вот такие-то дела. Бабушка, но ведь именно так все и случилось. Да, но без чудес. Без путешествий в будущее и летающих тарелок. Ну как, чудесная у меня бабушка. Чудесная. А что делать? Ясно, что делать. Позвонить моему старому другу Синехвостикову. Какому еще Синехвостикову? Коля Синехвостиков, замминистра просвещения. В виде исключения, ради нашей старой дружбы и из сострадания к девочке, которая забыла, где живет, но не должна из-за этого лишиться образования, может похлопотать, чтобы девочку Алису, как твоя настоящая фамилия? Селезнева. Алису Селезневу временно зачислили в 6-й В-20 Московской школы, так как в этом классе учится моя внучка Юля. Бабушка, ты гений. Нет, у меня есть жизненный опыт. Ах, да. Добрый день. Нет. Ну, конечно. Здравствуй, Колечка. Значит так, 3 Коли. 3. Первый Коля Сулима. Ну, он лучше других. Математикой увлекается, шахматист, в планетарий ходит. Второй Коля. Второй Коля Садовский. Легкомысленный, учится ниже среднего, выдумщик. Такой на все способен. Третий Коля Герасимов. Спортсмен, закаляется. Зимой на балконе в спальном мешке спал. Потом 3 недели бронхитом болел. С Леной Домбазовой дружит на почве волейбола. А вообще ты знаешь, каждый из них мог бы сгонять в будущее. Бабушка, если чужой, мы здесь не живем.
Какой такой чужой? Тебе кого? Я из школы. Мне учительница велела к Юле с Алисой прийти за помощью. За какой помощью? Они мне будут помогать к экзамену готовиться. К экзамену? К какому экзамену? Какому? К самому главному. По ботанике. Девочка, ты в каком классе? Не скажу. В твоем возрасте в куклы надо играть, а не экзамен сдавать. Женщина, где Алиса? Она здесь? Позови. Алисы здесь нет, но я могу позвать своего сына. Он чемпион Европы по борьбе дзюдо. Такой борьбы не знаю. Твое счастье. Ну, мымра старый, ты мне еще пожалеешь. Меня еще никто не называл мымрой. Ну что ты все жуешь? Соскучился по натуральной пище. Ну что у нас на борту? Пилюли, таблетки, в лучшем случае консервы. А ты кефир местный пробовал? Была бы моя воля, взял бы с собой две. Ящик. Ящик. Приземленная ты субстанция. Как ты стал пиратом, не понимаю. Сидеть бы тебе на тихой планете, разводить склисов. Я бы рад. Но ты же знаешь, я люблю помучить, потерзать, поиздеваться. Вот тебя бы я помучил. Ну ладно, я пошутил. Что мы имеем на текущий момент? Да. Итак, объект А исчезла из пункта Б. Чего объект исчезла? Поясняю. Алиса сбежала из больницы. О, ну так бы сказал. Не быть тебе полководцем. Наблюдение за объектом Б, то есть больницей, мы снимаем и переносим все наши силы в пункт Д. Чего переносим силы? Чем мы с тобой сегодня занимались? Пытались проникнуть в дом, где, наверное, Алиса скрывается. Гений. Слушай, а может, возьмем этот дом штурмом? Вот не люблю этих поспешных решений. Ну, кто тебе позволит штурмовать дом в центре города? Риск должен быть минимальным. Работаем тихо. Завтра продолжаем наблюдение за объектом Д. Особое внимание уделяем объекту Ш. Ой, слушай, ну говори ты со мной нормально. Д, Ш. Я институтов не кончал.
дурак. Извини. Ша. Это школа, где учится Грибкова. Как бы сказал. Good morning. Sit down, please. Who is on duty today? Сулейман? К доске. Так, ребята, я хочу познакомить вас с Алисой Селезневой. Алиса не москвичка, и по семейным обстоятельствам она некоторое время будет учиться в нашем классе. Садитесь, девочки.